Друзья, всем привет! И вы, как обычно, на моем канале. Знаю, тушенка — это универсальный продукт, который можно использовать на любой случай жизни и в любые продукты. В супы, в каши, особенно хорошо идет на маевку. Друзья, и сегодня я вам покажу отличный рецепт тушенки, который можно приготовить без автоклава и с легкостью. Ребят, перед началом ролика хочу порекомендовать вам подписаться на мой отличный кулинарный канал. Ролики выходят регулярно, подписывайтесь, не забывайте про колокольчик, дабы не пропускать новые выпуски. А мы начинаем готовить. Сегодня на рынке приобрел свиную голову. Она у меня заважила в районе 9 килограмм. Пару килограмм взял хорошего мяса и буду использовать рульку. Только буду использовать вот эту вот часть мясную, а эту не буду. Если такое как мякоть, у меня претензий нету, но с головой, друзья, немного нужно поработать. А работа заключается в следующем. После того, как шмалили голову, остались, видите, где волосы, где черные пятна там и так далее. Это все мы будем вычищать, вымывать и обрабатывать. На начальном этапе нужно взять миску, налить туда теплой воды. И немного, чтобы голова отмокла, чтобы было удобно чистить ее. И полностью погружаем. После того, как голова провела в воде в районе часа, и она хорошо вычищается. И теперь вот эти все темные части нам нужно хорошенько все почистить. А для того, чтобы уши почистить более-менее качественно, вам их нужно для начала срезать. Делаем надрез. Видите, какая тут история? Вот это все нужно лишнее вырезать. И то, что необходимо, вычистить. Далее нам необходимо обрезать щеки. Смотрите, с прожилками мяса. Отлично. И теперь нам необходимо полностью снять мясо с кости. Разобрали все мясо. Язык не знаю, что с ним делать. Добавлять или нет. Наверное, добавлять не буду. Друзья, напишите в комментариях, что можно сделать потом, какое блюдо с языка. У рульки есть печать на рынке, которую ставят. Ее вырежем. И далее посередине есть кость. Ее нам нужно извлечь. Нам нужно нарезать полностью все мясо на кубики. Сначала можно на полоски и затем на кубики. Далее выкладываем все в емкость. Я буду использовать такую кастрюлю. Дальше все хорошенько промываем изначально. Нужно оставить на некоторое время, периодически частенько менять воду, для того, чтобы ушла кровь и мясо было очень чистое. Видите, друзья, мясо стало такое светленькое, без крови. Это нам то, что надо. Далее еще проще. Берем стерилизованные банки и в каждую банку добавляем по 2 лавровых листика. И в каждую банку, напомню, у меня литровая, приблизительно 10 горошек черного перца. Неполная чайная ложка обычной поваренной соли. И также буду использовать нитритную соль. Ее также добавляем 11-12 грамм. Ну и, конечно же, добавим гранулированный чеснок. Также по чайной ложке на литровую банку. И чередуя мясо с салом, наполняем очень плотно наши баночки. Банку закрываем железной крышкой и обычным ключом закатываем. Далее необходимо взять обычное простое полотенце, чтобы не побились банки, и складываем их в кастрюльку. Заливаем банки водой так, чтобы покрыло. Вот видите, как раз доходит, покрывает мясо. Этого достаточно. Чтобы банки не бились друг от друга, я перемотал их полотенцем. А чтобы не переворачивались банки, сверху я поставлю, у меня такой есть разнос металлический.
И сверху поставим груз. Накрываем это все крышкой, набираемся терпения и будем томить нашу тушенку 5 часов. После этого оставляем ее в нашей емкости до полного остывания. Тушенка провела в холодильнике целую ночь. Можем видеть, она хорошенько застыла и сверху появился жир. Жир этот необходим, он надольше сохраняет нашу тушенку. Давайте откроем, посмотрим, что получилось. И выкладываем тушенку на тарелку. Очень много желешки, ну и, конечно же, мясо, которое разваливается. Кладем на кусочек хлеба. Друзья, это действительно фантастическое, простое блюдо, которое может приготовить каждый. Если вы хотите, чтобы я приготовил с помощью тушенки какое-то вкусное блюдо, пишите об этом в комментариях. Спасибо всем, кто подписывается. Ставьте пальцы вверх, не забывайте про колокольчик. И всем пока, до новых встреч.